В продолжении вчерашней темы о безопасности в Европе, в европейских городах, я там упомянул и Казахстан, хочу рассказать о таком явлении, которого, по-моему, в России нет в таком виде. Здесь, в Испании, тебе звонят и пишут смс спамеры. Звонят и пишут постоянно. При том, что я купил симки произвольно и использую их. Вот прям я знаю, что вот эта симка у меня для, условно говоря, регистрации каких-то важных программ, чтобы приходили смс-ки. Эту симку я даю, допустим, для общения с госорганами. А другую симку я использую, вот у меня есть номер публичный, по которому могут со мной все созвониться. И вы будете удивлены, что та симка, которая мной, допустим, используется для оформления договоров со всякими операторами связи, поставщиками воды, электричества, эта симка очень популярна у спамеров, хотя я ее нигде в открытом доступе не выкладываю. А та симка, которая публична, на нее звонят меньше, почти не звонят спамерам. Те, кто звонят, они по-испански знают мое имя и фамилию. Некоторые требуют, чтобы я им в ответ представился, назвал свой уникальный номер иностранца, который присваивается каждому иностранцу в Испании, чтобы его легко было идентифицировать. Некое подобие ИНН, но это не ИНН. Это не налоговый номер, просто идентификационный номер. НИЕ, так называемый. То есть звонят с предложениями чего-то там. И не брать я не могу, потому что иногда звонят из поликлиники на этот же номер. И говорят мне, допустим, мне звонили и говорили, что тебе назначена операция. Если бы я не взял трубку, я бы этого не узнал. Иногда звонят из мэрии. Что я делаю, чтобы мне не звонили? Первое. Если телефон показывает, что это, скорее всего, спам, я не беру трубку. Второе. Я взношу тех, кто звонит со спамом, в черный список. И, конечно, они мне потом не звонят. И третье. У меня универсальный ответ. Когда люди с того конца говорят, что им нужно от меня, я отвечаю «no hablo español», не говорю по-испански. В очень редких случаях, 2-3%, мне начинают либо предлагать что-то на английском языке, либо начинают возмущаться и говорят: как же ты не говоришь по-испански? Ты же типа меня понял? Ты же типа мне ответил по-испански, что ты не говоришь по-испански? Значит, ты говоришь по-испански. Вообще, конечно, здесь засилие спама в смс-ках присылают от имени Почты Испании, Кореус, сообщение, что там какая-то доставка выполнена, еще что-то. То есть спама здесь огромное количество. Возможно, звонят и финансовые мошенники. Но я спасаюсь тем, что я на плохом испанском говорю, что я не говорю по-испански, и они мне верят, что я действительно не говорю. Вот. Но это, конечно, очень выбивает из колеи, что тебя забрасывают всякими звонками и сообщениями. Чем меньше я на них отвечаю, на такие звонки, тем меньше мне звонят. Стоит мне начать отвечать, если номер еще не внесен в черный список, как мне начинает звонить еще больше. Поэтому спасение только одно. Минимум общения со спамерами. С моей точки зрения. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, напишите комментарии, как вы боретесь. Я думаю, что все-таки номера эти сливаются. Говорят, кто-то говорил, где-то я читал, что есть некий сайт в интернете, где ты можешь
запретить использовать твою сим-карту для звонков номер. И тебе перестанут звонить. Но я пока такой сайт не нашел. Если вы знаете его, напишите мне в комментариях. Буду его использовать, потому что эти звонки меня просто добивают. Ты все время бежишь к телефону, добегаешь, а там спам. Всем пока.